Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. На моем канале мы в компании рукодельниц вяжем совместные проекты, а также я практически каждый день для вас снимаю мастер-класс, обучающие видеоуроки по вязанию крючком и спицами. Также я хочу вас пригласить на мой второй канал, который называется Елена Ермина Бьюти. Все ссылочки на мой канал я оставлю в описании под этим видео и во всплывающей подсказке. Проходите, подписывайтесь, я буду очень-очень рада. На просторах интернета я нашла очень оригинальную модель кофточки. На мой взгляд, она смотрится нежно, красиво и вяжется очень интересным способом. Кофта вяжется крючком, она имеет небольшой рукав и состоит из двух видов узора. Узор кокетки вяжется мотивами, которые соединяются между собой. Схемы, как вязать мотив, я приложу в конце этого видео. Смотрите все мои видео до конца. Также, если вам не нравится мотив, то можно подобрать любой другой мотив и скомбинировать с тем узором, который мы сейчас будем вязать. В этом видеоуроке я вам покажу принцип вязания основного узора. Узор связан крючком, и мы будем с вами вязать прямыми и обратными рядами. Каким образом связать узор по кругу, вы можете посмотреть схему вязания. Напоминаю, что все схемы расположены и находятся в конце видео. Смотрим видео всегда до конца. И давайте сейчас разберем принцип вязания данной модели кофточки. Если бы я вязала эту кофточку, то я сначала связала бы мотивы в необходимом количестве в зависимости от размера, толщины и плотности вязания. Далее я выполнила бы примерку кокетки. И когда я достигла бы желаемого результата, после этого я бы приступила к вязанию основного узора кофточки и потом уже присоединила основной узор к узору кокетки. Уровень сложности вязания данной модели кофточки выше среднего. А сейчас мы с вами разберем принцип вязания узора. Я вам расскажу, как высчитать количество петель, раппорты. И также посмотрим в конце видео, какой узор у нас в результате получился. И какая пряжа подойдет для вязания данной модели кофточки. Как вяжется узор, я буду демонстрировать из пряжи Анна 16. Данную пряжу я заказала в интернет-магазине Пряжа Су. Хочу с вами поделиться своим промокодом на скидочку. Размер скидки 5%, а максимальный размер скидки в интернет-магазине Пряжа Су 10%. Доставка почтой и транспортными компаниями по России, в Республику Беларусь, Киргизию и Казахстан. Цвет пряжи у меня 372 от Белка. Это 100% мерсеризованный длинноволокнистый хлопок. Производитель рекомендует спицы 2-2,5. И торговая марка Сиам. Метраж 530 метров в 100 граммах. Я буду вязать крючком номер 2. Это у меня крючок Clover Soft Touch, страна производства Япония. Для вязания контрольного образца мы набираем с вами цепочку. Размер цепочки 27 воздушных петелек. Набрала цепочку из 27 воздушных петелек и приступаем к вязанию первого ряда. Набираю 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Отсчитываю от конца цепочки 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель. И в шестую петельку в основании провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 4 петельки цепочки. 1, 2, 3, 4.
В основании пятой петельки провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Пропускаю 2 петельки цепочки. 1, 2. И в основании третьей петельки провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В пятую петельку провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Пропускаю 1, 2, 2 петельки. В третью петельку провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В пятую петельку провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки. Пропускаю 2 петельки. И в третью петельку провязываем 1 столбик без накида. Все, связали мы с вами первый ряд узора. И давайте мы с вами сейчас разберем, сколько нам необходимо петель и из скольких петель состоит один раппорт. Один раппорт состоит из 8 петель. В раппорт входит 2 арочки. Первая арочка — это цепочка из 3 воздушных петелек, и вторая цепочка — это размер цепочки 5 воздушных петелек. Это основа одного раппорта. Значит, смотрите, арочка из 3 петель и арочка из 5 петель. В этот отрезок входит 8 петель. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель — основа одного раппорта в ширину. Я надеюсь, я вам понятно объяснила. То есть вот здесь у нас один раппорт. И давайте разберем, сколько у нас связано раппортов в ширину вот этого вязаного образца. Значит, смотрите. 1 раппорт. Я дугой показываю. 2 раппорт. И 3 раппорт. А там, где мы связали 3 петельки, арочку цепочки из 3 петель, это у нас для симметрии. Всего у нас в раппорт, здесь у нас 3 раппорта с вами получилось. 1, 2, 3. Приступаем к вязанию второго ряда. Второй ряд буду вязать по изнаночной стороне узора. Набираю 3 воздушных петельки, разворачиваю вязание на другую сторону и в арочку цепочки из 3 петель провязываем 2 столбика с одним накидом. С учетом 3 петелек подъема у нас связано 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 петель мы провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 петель мы провязываем с вами ракушечку. Ракушечка у нас состоит из 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, второй, третий, четвертый и 5 столбик с одним накидом. Сейчас я вам покажу, каким образом вяжется у нас раппорт. То есть мы здесь с вами связали
один раппорт. Раппорт у нас здесь во втором ряду начинается от, давайте его довяжем. Так, после ракушечки провязываю одну воздушную петельку и в арочку цепочки из 5 петель провязываю один столбик с одним накидом. Значит, у нас раппорт, основу раппорта здесь в данном случае составляет один столбик с одним накидом, одна воздушная петелька, арочка, то есть веерочек из 5 столбиков с одним накидом и одна воздушная петелька. Давайте посчитаем. Проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. Это раппорт уже во втором ряду. И продолжаем вязать следующий раппорт. После столбика с одним накидом набираю одну воздушную петельку и в арочку цепочки из 3 петель провязываю веерочек из 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Одна воздушная петелька. В арочку цепочки из 5 петель провязываю один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем 3 столбика с одним накидом. Я показываю принцип вязания прямыми и обратными рядами, а по кругу вы принцип вязания будете смотреть уже по схеме. Очень легко вяжется данный узор по кругу и смотрится гораздо симпатичнее. К вязанию третьего ряда узора набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в первую петельку перед столбиком с одним накидом провязываю один столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Следующую воздушную петельку провязываю один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю один столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В следующую арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В первую арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю один столбик без накида. Цепочка, далее у нас 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в следующую арочку цепочки из одной воздушной петельки провязываю один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И вот можно в третью петельку подъема 1, 2, 3 провязать один столбик без накида для того, чтобы выровнять край. Связали 3 ряда узора. Давайте проверим, что у нас с вами получилось. Приступаем к вязанию 4-го ряда. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в арочку цепочки из 5 петель провязываю один столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки из
трех петелек, провязываем веерок. Веерок у нас состоит из 5 столбиков с одним накидом с общим основанием. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Провязал 5 столбиков с одним накидом. 1 воздушная петелька, в арочку цепочки из 5 петель провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в арочку цепочки из 3 петель провязываем веерок из 5 столбиков с одним накидом. 1 столбик с одним накидом, 2, 3, 4, 5. Связали веерочек из 5 столбиков с одним накидом. 1 воздушная петелька, в арочку цепочки из 5 петель провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, в арочку цепочки из 3 петель провязываем веерочек. Веерок состоит у нас из 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1 воздушная петелька, в арочку цепочки из 3 петель провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, отсчитываю цепочки 1, 2, 3, 3 петельки, и в третью петельку подъема провязываю 1 столбик с одним накидом и проверяем, что у нас получилось. Это у нас 4-й ряд узора. Связали мы с вами 4 ряда узора. Раппорт узора в ширину состоит из 8 петель. Связано у нас здесь 3 раппорта в ширину. 1, 2, 3 и 1 раппорт в высоту. Высота раппорта составляет 4 ряда. 1, 2, 3 и 4. Сейчас в 5-м ряду я вам покажу принцип перехода от 1-го раппорта ко 2-му, от 2-го к 3-му и так далее. Покажу принцип перехода от одного раппорта к другому. Мы вяжем 5-й ряд. 5-й ряд — это 1-й ряд 2-го раппорта. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек, разворачиваю вязание на другую сторону и в арочку цепочки после вот этого столбика провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек и в первую арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. Вершину арочки из 1 петельки провязал 1 столбик без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. В первую арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Во вторую арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. В арочку цепочки из 1 петельки провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. Здесь отсчитываю 1, 2, 3. В основании 3 петельки подъема провязываю 1 столбик без накида. Связали 1-й ряд 2-го раппорта. Либо по счету это у нас 5-й ряд. Сейчас вы перематываете видео на начало вязания 2-го ряда и продолжаете вязать со 2 по 5-й ряд включительно. Это у вас будет основа раппорта со 2 по 5-й ряд. А сам раппорт состоит всего лишь из 4 рядов.
Связала я 8 рядов узора. Всего у меня получилось 3 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту. Давайте я измерю образец. Значит, было набрано 27 петель. Ширина образца 6,5 сантиметра, 65 миллиметров. Высота образца 45 миллиметров. Здесь у меня 8 рядов узора. Вот таким образом смотрится узор с лицевой стороны. Хотя это считается изнаночной стороной, если судить по вязанию. И вот таким образом смотрится узор с изнаночной стороны. Как определить лицо узора? Здесь должны быть главный элемент узора связан по лицевой стороне. Получается, у нас веерочек из 5 столбиков с одним накидом связан был на изнаночной стороне, а должен быть, по идее, связан по лицевой стороне, чтобы узор очень красиво смотрелся. В данном случае у нас будет лицевая сторона, там, где мы вязали с вами четные ряды, а изнаночная сторона будет там, где мы вязали с вами нечетные ряды. Надеюсь, вам мастер-класс понравился. И посмотрите, как легко и просто вяжется узор. Данный узор можно вязать по кругу, также прямыми и обратными рядами. Я вам показала принцип вязания прямыми и обратными рядами, а по кругу вяжется еще проще. Как соединить вязание по кругу, вы можете посмотреть схему. Там все четко обозначено. А я с вами не прощаюсь и жду вас завтра на очередном видеоуроке, мастер-классе. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.